Привет. Пожиратель позади, но внутри Хань Ли тикает бомба, и теперь главный враг носит его же лицо. Во-первых, временное решение, которое не решает ничего. Хань Ли сбрасывает часть смертоносной ци на Му Гуана, затем использует нить времени и пилюлю пустоты, чтобы скрыть серые зрачки и выиграть несколько столетий отсрочки. Симптомы спрятаны, но зловещая энергия по-прежнему тлеет глубоко внутри, медленно делая свое дело. Во-вторых, команда распадается в самый тяжелый момент. Цзинь Тун вылупляется из золотого кокона в облике 15-летней девушки, частично вспоминает прошлое и уходит вместе с Сяо Баем искать других бессмертных золотых пожирателей. Птенец покинул гнездо, Хань Ли лишается главных козырей именно тогда, когда они нужны больше всего. И, наконец, новое убежище и почти невыполнимая задача. Узнав о награде за свою голову от Небесного двора, Хань Ли оседает в Тихой долине. Он раздает местным бессмертным редкие пилюли в обмен на помощь в поисках легендарного кристалла Зоисии, единственного шанса на полное исцеление. Вокруг расслабленные культиваторы, вино и игры в го, а он ведет смертельную тайную игру прямо у них под носом. Время куплено, но счетчик не остановлен. А теперь слушаем дальше. Глава 606. Слияние сил закона времени. Через яму с золотым песком протекал особый тип силы закона, в то время как золотой свет в воздухе непрерывно мерцал, то усиливаясь, то ослабевая, что создавало довольно дезориентирующее зрелище. Что было наиболее примечательно, так это то, что в пространстве, охваченном ямой с песком, течение воздуха и ци происхождения мира явно было гораздо быстрее, чем в той области, что была за ее пределами. Из-за присутствия зловещей ци в его бессмертных акупунктурных точках Хань Ли не мог продвинуться дальше пика стадии Золотого Бессмертного. Следовательно, он проводил большую часть времени, совершенствуя искусство водного предсказания времени и священное писание иллюзорной зари. Возможно, он действительно обладал исключительными способностями к совершенствованию законов времени, но ему удалось быстро добиться прогресса в обоих искусствах совершенствования, уже достигнув 6 главы искусства водного предсказания времени, а также он достиг очень высокого уровня в священном писании иллюзорной зари, что позволило ему высвобождать способность море песка иллюзорной зари. Щелкнув пальцем, он заставил золотой свет, исходящий от флакона чистого времени, резко усилиться, и полосы золотого света вокруг него начали циркулировать гораздо быстрее, чем раньше, резонируя с морем песка иллюзорной зари внизу. Хань Ли сложил еще одну ручную печать, чтобы призвать свою священную ось мантры, и к этому моменту количество рун да времени на ее поверхности значительно увеличилось. Постоянно производя больше кристаллов времени с помощью флакона контролирующего небеса, Хань Ли смог достичь нынешнего предела в 720 рун да времени на своей священной оси мантры. Из священной оси мантры вырвалось огромное пространство золотого света, которое заполнило всю секретную комнату. 3 вспышки золотого света от священной оси мантры, флакона чистого времени и моря песка иллюзорной зари, все они, казалось, резонировали друг с другом, из-за чего окружающее пространство дрожало и слабо гудело. Хань Ли не был особо удивлен, увидев это. И еще когда он впервые получил искусство водного предсказания времени и священное писание иллюзорной зари, он уже заметил, что они, по-видимому, каким-то образом связаны с писанием оси мантры, и его подозрения только подтвердились, по мере того, как он культивировал эти 3 искусства совершенствования. 3 искусства совершенствования были настолько тесно переплетены друг с другом, что почти казалось, будто они произошли от одного искусства совершенствования, но Хань Ли не мог сказать точно, так ли это, поскольку он все еще не достиг полного мастерства во всех 3. Как раз в этот момент Хань Ли, закрыв глаза, начал читать заклинание, после чего 3 вспышки золотого света начали мерцать в унисон, прежде чем постепенно начать сходиться в одну, по его велению. 3 вспышки разных сил закона времени также переплетались друг с другом, словно пытаясь слиться, но между ними было какое-то сопротивление, которое препятствовало их слиянию. Благодаря своему совершенствованию, Хань Ли лучше понял эти 3 искусства совершенствования, а также силу законов времени. Будучи одним из 3 высших законов, законы времени были одними из самых главных и фундаментальных законов неба и земли. В малых масштабах они напрямую влияли на жизненный цикл живого существа или на разрушение предмета, в то время как в больших масштабах можно сказать, что время было движущей силой, толкающей вперед все царство истинных бессмертных. Казалось, будто пара невидимых рук подняла законы времени так, что они стали выше всех остальных законов, и причиной, по которой они были известны как один из высших законов, было то, что на них не влияло подавляющее большинство других законов, но они могли влиять или изменять некоторые законы. Например, наиболее распространенные законы воды и огня под воздействием законов времени значительно ослабевали.
С помощью священной оси мантры, писание оси мантры позволяло человеку контролировать скорость течения времени в определенной области, что уже было невероятной способностью, но это было лишь одно из применений силы законов времени. Другими словами, законы времени были невероятно обширны и глубоки, и одного писания оси мантры определенно было недостаточно, чтобы полностью их охватить. Что касается искусства водного предсказания времени и священного писания иллюзорной зари, то это были всего лишь альтернативные интерпретации и применение силы законов времени. Для любого человека было очень трудно умело контролировать и использовать какую-либо определенную силу закона. Для среднестатистического истинного бессмертного, даже если бы он мог чувствовать силу закона, он не смог бы контролировать эти силы из-за своей ограниченной бессмертной духовной силы, в то время как золотые бессмертные соответствовали минимальным требованиям к бессмертной духовной силе, чтобы начать погружаться в царство сил закона. Лучший способ улучшить свое мастерство над каким-либо видом силы закона — это лучше понять эту силу закона. Именно поэтому Хань Ли решил использовать все три этих искусства совершенствования одновременно, чтобы войти в контакт с различными видами сил закона времени, тем самым углубив свое понимание. По мере того, как он продолжал складывать ручные печати, три вспышки золотого света в секретной комнате постепенно начали сходиться, образуя кружащийся золотой вихрь. Все три вспышки силы закона времени были объединены в вихрь, но они все еще были отдельными сущностями и не проявляли никаких признаков слияния. Хань Ли, увидев это, слегка нахмурился и начал еще быстрее складывать ручные печати. В результате золотой вихрь начал вращаться быстрее, одновременно постепенно уменьшаясь в размерах. Три вспышки силы закона времени яростно сталкивались друг с другом, и из центра вихря вырвалось бесчисленное множество золотых рун, излучающих неистовые колебания силы закона времени. Однако, три вспышки силы закона времени все еще не проявляли никаких признаков слияния. Вместо этого казалось, что они вот-вот взорвутся. Хань Ли, увидев это, поспешно прекратил то, что делал, и золотой вихрь мгновенно перестал сжиматься, а неистовые колебания силы закона времени также утихли. На лице Хань Ли появилась кривая улыбка, когда он, смирившись, покачал головой. За прошедшие годы он перепробовал много разных способов, чтобы объединить три разные силы закона времени, но все его попытки оказались тщетными. Может быть, просто невозможно объединить эти три силы закона времени, или он что-то упускал. Внезапно в глазах Хань Ли появился свирепый блеск, и он взмахнул рукавом, выпустив шквал из более чем 1000 лазурных флагов формации, которые тут же исчезли в разных частях секретной комнаты. В секретной комнате замелькал лазурный свет, образовав толстый световой барьер, на поверхности которого беспрестанно вспыхивало бесчисленное множество глубоких рун, что придавало световому барьеру несокрушимый вид. В то же время он задействовал свою родословную черной черепахи, и на его теле появились куски огромных лазурных панцирей черепах, которые, соединившись, образовали комплект темно-зеленых доспехов, окутавших все его тело. После этого Хань Ли все еще не успокоился, и он открыл рот, чтобы выпустить несколько защитных бессмертных сокровищ, которые превратились в защитные барьеры разных цветов вокруг него. Завершив все приготовления, он возобновил то, что делал раньше, и золотой вихрь снова начал сжиматься, когда три силы закона времени яростно сталкивались, создавая взрывную ауру. Хань Ли, увидев это, холодно фыркнул, и, вместо того, чтобы остановиться, он начал действовать еще агрессивнее. Золотой вихрь быстро вращался, и золотой свет в его центре стал невыносимо ярким, в то время как внутри него неистово бушевало бесчисленное множество золотых рун. В следующее мгновение из центра вихря вырвалась ужасающая аура, и казалось, что он вот-вот взорвется. Хань Ли слегка прищурился, удвоив свои усилия, и золотой вихрь сильно задрожал, прежде чем еще больше сжаться. В результате шар золотых рун в центре вихря был еще сильнее сжат, и теперь он действительно был на грани взрыва. Однако, как раз в этот момент три силы закона времени, по-видимому, были сжаты за определенный предел, и они внезапно стали мягкими и податливыми, подчинившись воле Хань Ли, и слились воедино. Яростно бурлящие золотые руны рухнули внутрь, затем быстро сжались, образовав мерцающее кольцо золотого света, которое втянуло в себя окружающий золотой вихрь. Весь золотой свет во всей секретной комнате быстро угас, и осталось только крошечное золотое кольцо, которое, паря в воздухе, ярко светило. Для Хань Ли это был совершенно неожиданный поворот событий, и он с восторгом и изумлением наблюдал за происходящим. Однако, золотое кольцо было не очень стабильным, и оно быстро начало сильно дрожать, а на его поверхности появилась серия трещин, из-за чего казалось, что оно может разрушиться в любой момент. Из золотого кольца вырвался невероятно грозный всплеск колебаний силы закона времени, которые, соприкоснувшись с лазурным световым барьером в секретной комнате, начали быстро разрушать его. Хань Ли, увидев это, слегка нахмурился. Несмотря на то, что у него в пещере были установлены и другие ограничения, они, скорее всего, тоже не смогут сдержать этот всплеск колебаний силы закона времени. Как раз в тот момент, когда он собирался что-то сделать, из его мантии внезапно вылетел шар зеленого света, явив перед ним флакон, контролирующий небеса.
Флакон завис в воздухе, направив свое отверстие на золотое кольцо, и он сиял так же ярко, как зеленое солнце. Из флакона вырвалась вспышка грозной силы всасывания, которая в мгновение эйка затянула в себя золотое кольцо. С исчезновением золотого кольца всплеск ужасающих колебаний силы закона времени также исчез, и лазурный световой барьер в секретной комнате смог устоять. Тем временем флакон, контролирующий небеса, быстро увеличился, и внутри него появилось бесчисленное множество зеленых рун, которые, соединившись, образовали бурлящее зеленое облако. Из зеленого облака вырвалась вспышка грозных колебаний силы закона, заставив близлежащее пространство беспрестанно рябить. Как раз в этот момент в центре священной оси мантры внезапно открылся вертикальный золотой глаз, из него выстрелила полупрозрачная золотая нить, прежде чем в мгновение эйка исчезнуть во флаконе, контролирующем небеса. Зеленое облако внутри флакона тут же посветлело, прежде чем вырваться толстым столпом зеленого света. Пространство на пути столпа зеленого света разделилось, из образовавшегося пространственного разлома вырвались бесчисленные лучи полупрозрачного света, образовав полупрозрачную стену света, на поверхности которой быстро мелькала серия изображений. На лице Хань Ли, увидев это, появилось разочарованное выражение. Он думал, что флакон, контролирующий небеса, на этот раз проявит что-то другое, но, похоже, это было не так. Как раз в этот момент на поверхности флакона, контролирующего небеса, внезапно появились два маленьких черных глаза, которые повернулись к Хань Ли. В то же время в его сознании раздался слабый голос. «Пора». Глава 607. Таинственная река. Услышав этот голос, выражение лица Хань Ли мгновенно слегка изменилось, но, прежде чем он успел что-либо сделать, на полупрозрачной стене света внезапно появился огромный вихрь. Из вихря вырвалась вспышка грозной силы всасывания, которая окутала все тело Хань Ли, и эта сила всасывания была в несколько раз сильнее, чем в прошлые разы, когда его затягивало в стену света. Однако, в следующее мгновение вспышка силы всасывания внезапно исчезла, и Хань Ли почувствовал резкую боль в голове, после чего полностью потерял сознание. Некоторое время спустя Хань Ли, слегка дезориентированный, пришел в себя и, оглядевшись, обнаружил, что находится в мутном сером пространстве, а внизу простиралась бесплодная темно-красная равнина, простирающаяся насколько хватало глаз. На равнине не было никакой растительности, а над ней текла сверкающая серебряная река, которая среди глухого грохота текла по небу. Присмотревшись, Хань Ли обнаружил, что по реке течет не вода, а похожие на капли воды шары света. Хань Ли, увидев это, был очень удивлен, но не стал сразу же двигаться. Это духовное переселение, казалось, отличалось от нескольких предыдущих. Вся окружающая среда была пронизана таинственной аурой, и он не мог не думать о глазах, которые появились на флаконе, контролирующем небеса, и о том слабом голосе, который он услышал в своем сознании. Эти глаза не были для него чем-то новым, поскольку они принадлежали духу флакона, контролирующего небеса. Что касается голоса, который он услышал, то он, скорее всего, исходил от духа флакона. Хань Ли нигде не видел духа флакона и не мог понять, что тот сказал, поэтому он пока отбросил эту мысль и начал осматривать окрестности. Внезапно он заметил, что, в отличие от его предыдущих духовных переселений, он, похоже, ни в кого не вселился. Вместо этого его обнаженная душа парила в воздухе. Похоже, все это было вызвано золотым кольцом, образованным тремя вспышками объединенных сил закона времени, и оно, по-видимому, каким-то образом отреагировало на флакон, контролирующий небеса. С этой мыслью Хань Ли снова обвел взглядом окрестности, но не обнаружил ничего примечательного, кроме бескрайней бесплодной равнины вокруг него. Отведя взгляд, он начал приближаться к реке в небе, и, вблизи, он смог увидеть, что река течет откуда-то очень далеко, и ее конца тоже не было видно. По реке текло бесчисленное множество шаров света разного размера, некоторые были размером с мельничное жерново, а другие — с рисовое зерно. В каждом шаре света было мерцающее изображение, но они текли слишком быстро, чтобы Хань Ли смог ясно разглядеть какое-либо из этих изображений. Вся река излучала неописуемую ауру таинственности, и, немного посмотрев на нее, Хань Ли снова начал осторожно приближаться к реке, прежде чем заглянуть в одну из более крупных капель воды, проплывающих мимо. В этой капле воды было изображение желтой пустыни, которая быстро менялась. Немного поколебавшись, Хань Ли направил свое духовное чувство на каплю воды, пытаясь ясно разглядеть изображение на ней, но, как только он это сделал, капля воды тут же начала ярко светиться, выпустив всплеск огромной силы всасывания. В мгновение эйка душа Хань Ли была затянута в каплю воды, не в силах оказать никакого сопротивления. Перед его глазами тут же потемнело, и только спустя неопределенное количество времени он начал медленно приходить в себя, после чего рядом с ним раздался слегка хриплый голос, в котором чувствовался проблеск затянувшегося страха. Какой же грозный противник! Несмотря на то, что нас было 5, 3 из нас все равно погибли. В ответ раздался еще один высокий голос, который тоже звучал немного запыхавшимся. Этот человек достиг пика 5 уровня техники духовного очищения,
поэтому, естественно, он был очень грозным противником. Эти трое, как идиоты, слишком жаждали получить награду за его голову и бросились на него, не подготовившись. Сказав это, хорошо, что эти трое бросились на него и ослабили его. Иначе нам бы не удалось его победить. В любом случае, мы понесли здесь очень тяжелые потери. Не будут ли у нас проблемы с начальством? С беспокойством спросил первый голос. Все будет в порядке. Нам, бессмертным посланникам, всегда поручают опасные миссии, поэтому некоторые потери неизбежны. Все, что нам нужно сделать, это принести нашим руководителям голову этого человека, и мы, безусловно, будем щедро вознаграждены, с радостью ответил высокий голос. Хань Ли, услышав этот разговор, слегка дрогнул, и он поспешно подавил свои духовные колебания, а затем начал тайком осматривать окрестности. Как и во время нескольких предыдущих духовных переселений, он вселился в труп. Тело принадлежало мужчине средних лет в черной мантии, с растрепанными длинными волосами и длинным и худым лицом. Несмотря на то, что он уже был мертв, в его острых чертах лица все еще чувствовала свирепость. В этот момент он лежал на желтой пустыне, и вокруг него в земле было бесчисленное множество огромных кратеров. Из некоторых из этих кратеров поднимались клубы густого дыма, источая едкий серный запах. Было ясно, что не так давно здесь произошла ожесточенная битва. Рядом с ним стояли двое мужчин, одетых в золотые доспехи, и символы на этих золотых доспехах были именно теми, что использовались Небесным двором. Одним из одетых в доспехи был высокий пожилой мужчина с орлиным носом и парой тонких бровей, а другим был лысый молодой человек с круглым лицом и пухлым телосложением. В этот момент оба они выглядели довольно бледными, а лысый молодой человек выглядел особенно потрепанным, из уголка его губ стекала кровь, а на его доспехах были следы повреждений. Еще дальше на земле лежали еще 3 тела, одетых в золотые доспехи. Хань Ли лишь мельком осмотрел окрестности, прежде чем немедленно отвести свое духовное чувство, направив его в разум тела, которым он завладел. Во время этого краткого осмотра окрестностей Хань Ли определил, что оба одетых в доспехи были на стадии высшего зенита, и их базы совершенствования были гораздо выше, чем у Ган Шу Цзю, указывая на то, что они, по меньшей мере, на средней стадии высшего зенита, а может быть, даже на поздней стадии высшего зенита. Из их разговора Хань Ли узнал, что они оба были бессмертными посланниками Небесного двора, и, если бы они обнаружили, что в этом теле появилась еще одна душа, то, безусловно, немедленно убили бы ее. Его душа была перенесена в это место флаконом, контролирующим небеса, поэтому он не знал, каковы будут последствия, если его здесь убьют, но ему не хотелось это выяснять. Как раз в тот момент, когда душа Хань Ли начала погружаться в разум мужчины в черной мантии, в нее внезапно хлынула вспышка сильного жара. Вспышка жара была вспышкой огромного и невероятно чистого духовного чувства, которое быстро начало раздувать душу Хань Ли, как воздушный шар. Вместе со вспышкой грозного духовного чувства в разум Хань Ли хлынула серия обрывков воспоминаний, принадлежавших мужчине в черной мантии. Возможно, душа Хань Ли уже привыкла к этому после нескольких предыдущих случаев переселений, но он смог с легкостью принять воспоминания мужчины в черной мантии, не испытывая особой боли или других негативных последствий. Душа Хань Ли смогла легко усвоить эти фрагментированные воспоминания, но вспышка духовного чувства была слишком сильной, и лишь небольшая ее часть хлынула в душу Хань Ли, прежде чем та достигла полного насыщения. Оставшаяся часть духовного чувства, кружась вокруг души Хань Ли, образовала мерцающее и полупрозрачное белое облако, которое быстро вращалось по невероятно глубокой траектории. Хань Ли, увидев это, был в восторге. Эта вспышка духовного чувства была гораздо мощнее его собственного, и этот метод направления духовного чувства был именно тем, что был описан на 5-м уровне техники духовного очищения. Хань Ли все эти годы упорно совершенствовал 5-й уровень техники духовного очищения, но освоить его было гораздо труднее, чем он предполагал, и, даже после того, как он потратил на это несколько столетий, прогресс был незначительным. Когда он почувствовал, как эта вспышка духовного чувства кружится вокруг него, он нашел решение многих проблем, которые ранее мешали ему в совершенствовании, и его посетило прозрение. Однако, учитывая сложившуюся ситуацию, он не мог позволить себе погрузиться в это. Его глаза резко распахнулись, когда он взмахнул рукавом, и из ладони его руки вылетел черный летающий меч. Как только летающий меч был высвобожден, он мгновенно исчез в воздухе, сразу же после чего появилось бесчисленное множество черных проекций мечей, образовав огромную гору мечей, которая обрушилась на 2 одетых в доспехи. Эти двое никак не могли не заметить всплеск духовного чувства, исходящий из сознания мужчины в черной мантии, и, конечно же, оба они с удивленными выражениями лиц повернулись к телу на земле, прежде чем поспешно броситься назад. Однако, в панике, оба они не заметили, как из межбровья Хань Ли выстрелила полоса полупрозрачного света, прежде чем исчезнуть в воздухе. «Как ты все еще жив?» С недоверием воскликнул высокий пожилой мужчина, сделав хватательное движение одной рукой, из ладони его руки мгновенно вырвались бесчисленные синие пульсации,
образовав огромную синюю проекцию змея, которая спикировала на черную гору мечей. Гигантский синий змей обвил своим телом черную гору мечей, а затем выпустил всплеск грозной ледяной силы, которая мгновенно заморозила все окружающее пространство. Черная гора мечей тоже застыла и резко остановилась, когда на ее поверхности появился толстый слой синих ледяных кристаллов. Что касается полного молодого человека, то в его глазах появился испуганный блеск, но он тоже пришел в движение, взмахнув рукавом, чтобы выпустить пару багровых изогнутых кинжалов, каждый из которых был около 90 сантиметров в длину. Над изогнутыми кинжалами горели вспышки багрового пламени, образовав серию огненно-красных цветов, от которых исходила ужасающая обжигающая аура. Два изогнутых кинжала, покружившись в воздухе двумя полосами багрового света, устремились прямо к Хань Ли. Как раз в этот момент Хань Ли, упершись руками в землю, взмыл в воздух, словно невесомый лист бумаги, что позволило ему в последний момент уклониться от двух полос багрового света. В то же время на его лице появилась легкая улыбка, когда он резко сложил ручную печать, и за спиной высокого пожилого мужчины из воздуха выстрелило несколько полупрозрачных цепей, которые в мгновение ока вонзились ему в голову. На лице пожилого мужчины появилось выражение ужаса, но прежде чем он успел что-либо сделать, его глаза полностью остекленели, а тело застыло в воздухе. Внезапная атака Хань Ли была настолько неожиданной, что пожилой мужчина едва успел проявить хоть какую-то силу, прежде чем его душа была поймана в ловушку клетки духовного чувства. Глава 608. Фрагменты. Старший боевой брат Га. Встревоженно крикнул полный молодой человек, и страх в его глазах стал еще более выраженным. На лице Хань Ли, когда он, с полупрозрачным светом, исходящим из его межбровья, полетел прямо к молодому человеку, появилась холодная улыбка. Полный молодой человек в слепой панике немедленно умчался прочь полосой багрового света. Он так спешил сбежать, что даже бросил свою пару изогнутых кинжалов бессмертных сокровищ. Полоса багрового света в мгновение ока исчезла вдали, и Хань Ли, увидев это, тут же остановился, решив не преследовать его. Внезапно его лицо стало невероятно бледным, и он, тяжело дыша, опустился на землю. В этом теле изначально было не так уж много бессмертной духовной силы, и она была практически полностью истощена, пока Хань Ли накладывал свою клетку духовного чувства на пожилого мужчину, поэтому, если бы полный молодой человек начал сопротивляться, то он был бы совершенно бессилен. К счастью, молодой человек был очень трусливым, и при малейших признаках опасности он тут же сбежал. Хань Ли перевернул руку, чтобы достать камень бессмертного происхождения, который он держал в руке, чтобы восполнить свою бессмертную духовную силу, и в то же время он указал пальцем вперед, собрав то немногое, что осталось от его бессмертной духовной силы, чтобы выстрелить из кончика пальца лучом черного света, который пронзил голову высокого пожилого мужчины. Голова пожилого мужчины тут же взорвалась, а его обезглавленное тело рухнуло на землю. Сделав все это, Хань Ли тоже рухнул на землю, чувствуя себя полностью истощенным. Теперь, когда с непосредственной угрозой было покончено, он, наконец, смог осмотреть окрестности и обнаружил, что эта желтая пустыня была довольно похожа на ту обстановку, которую он видел в той капле воды. Немного посидев в тишине, Хань Ли поднял голову и увидел, что над его головой парит проекция священной оси мантры, и в этот момент исчезла лишь небольшая часть из 720 рун до времени. Он закрыл глаза и начал внимательно ощущать циркуляцию огромного духовного чувства в своем сознании, переживая ощущения от 5-го уровня техники духовного очищения, одновременно изучая воспоминания тела, которым он завладел. Как оказалось, мужчину в черной мантии звали Лу Жинтя, и он был учеником реинкарнации Дворца реинкарнации. В отличие от Хань Ли, он был настоящим учеником реинкарнации, что давало ему доступ к огромному количеству ресурсов Дворца реинкарнации для совершенствования. Однако, взамен, он должен был периодически выполнять задания, выдаваемые Дворцом реинкарнации. Именно во время выполнения одного из таких заданий Лу Жинтя и попал в это место, которое называлось «Регион бессмертных открытого начала», и попал в засаду 5 бессмертных посланников Небесного двора, что и привело к его гибели. Хань Ли очень хотелось узнать больше о Дворце реинкарнации, поэтому он внимательно изучил обрывки воспоминаний Лу Жинтя, и время спустя он, слегка нахмурившись, поднял голову. Большинство обрывков воспоминаний Лу Жинтя содержали информацию о совершенствовании, которая была для него бесполезна, и Хань Ли смог найти очень мало информации о Дворце реинкарнации. Лу Жинтя уже более 2 миллионов лет был учеником реинкарнации, но он был фанатиком совершенствования, который постоянно совершенствовался в уединении в своей пещере, очень редко куда-либо выходя. Несмотря на то, что он был учеником реинкарнации, у него не было никакого желания чрезмерно связываться с Дворцом реинкарнации. Он выполнил много заданий Дворца реинкарнации, но так и не встретил ни одной из ведущих фигур Дворца реинкарнации. Человеком, с которым он больше всего общался, был посланник реинкарнации, который служил связующим звеном между ним и Дворцом реинкарнации. Кроме этого, о Дворце реинкарнации больше никакой информации не было.
Хань Ли покачал головой, прежде чем снова поднять голову, чтобы посмотреть на проекцию священной оси мантры, и к этому моменту уже более четверти рун до времени на ее поверхности исчезли. Немного подумав, Хань Ли поднялся на ноги, а затем подошел к телу высокого пожилого мужчины, чтобы найти его инструмент для хранения. Затем он подошел к 3 другим телам и тоже забрал их инструменты для хранения. После этого он сел и положил 4 инструмента для хранения на землю перед собой, вместе с кольцом для хранения Лу Жэньцзя, а затем начал по очереди изучать их содержимое. Все 5 этих погибших совершенствующихся были на стадии высшего зенита, поэтому они были невероятно богаты, и их инструменты для хранения содержали огромное количество камней бессмертного происхождения, а также много бессмертных сокровищ, материалов и пилюль невероятно высокого качества. К сожалению, Хань Ли никак не мог взять эти вещи с собой, поэтому он начал искать то, что могло бы ему пригодиться. Мгновение спустя перед ним на земле появилась небольшая кучка предметов, состоящая в основном из каких-то писаний и нефритовых свитков, а также золотого диска, золотого значка и белой пластины. Хань Ли взял золотой диск и белую пластину, чтобы кратко осмотреть их, а затем отложил в сторону, прежде чем взять золотой значок. Он уже видел оба этих предмета в инструменте для хранения Ганшу Цзю. Золотой диск был тем предметом, который использовался для связи между бессмертными посланниками, в то время как белая пластина была тем, что они использовали, чтобы обнаруживать ауру техники духовного очищения. Что касается золотого значка, то это, по-видимому, был идентификационный значок, и у каждой из 4 фигур в доспехах он был. На краю значка был выгравирован красивый дракон, и с одной стороны был начертан иероглиф «тюрьма», а на другой стороне был номер. Хань Ли на мгновение осмотрел значок, а затем быстро отложил его в сторону, прежде чем переключить свое внимание на писание и нефритовые свитки, в большинстве из которых были записаны искусство совершенствования и секретные техники. Учитывая, что они были частью коллекции совершенствующихся стадий высшего зенита, это, естественно, были очень замечательные искусства совершенствования, и они, безусловно, были очень интересны Хань Ли. Несмотря на то, что у него еще было время, он не хотел тратить здесь слишком много времени, поэтому быстро пролистал писания одно за другим, не пытаясь запомнить их содержимое. Внезапно он заметил серый нефритовый свиток, в котором было записано не какое-то искусство совершенствования или секретная техника, а рецепт пилюли. Рецептом была пилюля под названием «Алмазная пилюля железной кости», и она содержала законы металла, способные усилить физическую силу потребителя, а также помочь в освоении законов металла. Хань Ли взглянул на проекцию священной оси мантры над головой и обнаружил, что светится лишь менее половины рун до времени. Затем он отвел взгляд, прежде чем потратить немного времени, чтобы запомнить рецепт пилюли, после чего отложил нефритовый свиток и продолжил изучать остальные предметы. Вскоре он осмотрел все писания и нефритовые свитки и, взмахнув рукавом, чтобы убрать их, взял 5 инструментов для хранения, прежде чем улететь вдаль. Немного погодя, он спустился в оазис в пустыне, в центре которого было небольшое озеро. Он снова взмахнул рукавом, выпустив вспышку лазурного света, которая подхватила инструменты для хранения, отнесла их на дно озера, а затем закопала. После этого он сел рядом с оазисом, скрестив ноги, и продолжил изучать тонкости 5-го уровня техники духовного очищения. Он не стал внимательно изучать содержимое инструментов для хранения, поскольку хотел посвятить как можно больше времени изучению техники духовного очищения. По мере того, как время шло, руны до времени на проекции священной оси мантры исчезали одна за другой, и, как только последняя руна до времени погасла, проекция оси внезапно почернела, а затем превратилась в вихрь. Из вихря вырвалась вспышка грозной силы всасывания, и душа Хань Ли была затянута в него, не в силах оказать никакого сопротивления. Его сознание снова погасло, и, некоторое время спустя, он медленно открыл глаза и обнаружил, что вернулся в свою пещеру. Флакон, контролирующий небеса, все еще парил в воздухе, но зеленый свет, исходящий от него, быстро угасал, и, в конце концов, он вернулся к своему первоначальному размеру, прежде чем упасть сверху. Хань Ли протянул руку, чтобы поймать флакон, затем кратко осмотрел его, прежде чем влить в него свое духовное чувство, пытаясь связаться с духом флакона, которого он мельком видел. Однако, несмотря на все свои усилия, он не смог получить никакого ответа от духа флакона, как будто он снова погрузился в сон. Хань Ли мог лишь обреченно вздохнуть, прежде чем убрать флакон, контролирующий небеса. После этого он перевернул руку, чтобы достать нефритовый свиток, а затем перенес в него рецепт алмазной пилюли железной кости, который он запомнил, чтобы не забыть его. Убрав нефритовый свиток, Хань Ли сделал глубокий вдох, прежде чем снова закрыть глаза. Во время этого духовного переселения он был перенесен в то таинственное пространство и увидел ту таинственную реку, которая оставила у него много вопросов. Казалось, что сцены, текущие по реке, изображали историю определенных людей. Похоже, что все эти люди уже погибли или были на грани смерти, и, вселяясь в их тело, Хань Ли смог изучить некоторые из их воспоминаний и кое-чему научиться. Что касается того, мог ли он выбирать, в кого именно вселиться,
то это было то, что ему нужно было выяснить в следующий раз. Проблема была в том, что с каждым духовным переселением все руны до времени на его священной оси мантры исчезали, и, хотя они сейчас могли восстанавливаться гораздо быстрее, чем раньше, полное восстановление все равно займет довольно много времени. Главной наградой, которую он получил от этого духовного переселения, были идеи совершенствования, касающиеся 5-го уровня техники духовного очищения, которые он почерпнул у Лу Жэньцзя. С этими новыми знаниями он был уверен, что сможет гораздо быстрее продвинуться в совершенствовании 5-го уровня техники духовного очищения. Как раз в тот момент, когда он собирался начать совершенствоваться, он внезапно открыл глаза, прежде чем устремить свой взгляд наружу. Шар белого света влетел из-за пределов пещеры и, на мгновение покружившись в секретной комнате Хань-Ли, внезапно разрушился. Хань-Ли, увидев это, слегка нахмурился и, поднявшись на ноги, деактивировал окружающие ограничения, прежде чем выйти из своей секретной комнаты. Двери пещеры были открыты, и снаружи стоял пожилой мужчина в серой мантии. У мужчины на подбородке была козлиная бородка, и у него был довольно ехидный и хитрый вид. Хань-Ли, увидев пожилого мужчину, слегка опешил, а затем с улыбкой сказал: «Давно не виделись, товарищ Даос Лу». Пожилым мужчиной был Лу Гуаньцзы, который жил в соседней Солнечной долине, и он очень хорошо ладил с даосским мастером Циньяном и бессмертным владыкой Пылающее Пламя, регулярно навещая их, поэтому со временем Хань-Ли тоже хорошо с ним познакомился. «Прошу прощения за вторжение, товарищ Даос Ли», — с улыбкой сказал Лу Гуаньцзы. «Входите. Что привело вас сегодня?» — спросил Хань-Ли, сделав приглашающий жест рукой. «Все в порядке, давай просто поговорим здесь», — с легкой улыбкой отказался Лу Гуаньцзы. Глава 609. Возвращение в город собирателей нефрита. Хань-Ли, услышав это, слегка удивился, а затем с улыбкой предложил: «Пожалуйста, продолжайте, товарищ Даос Лу. Недавно мы с несколькими товарищами-даосами обнаружили комплекс руин глубоко в горном хребте Небесного пика на севере. Однако в этих руинах есть довольно много мощных ограничений и других опасностей, поэтому все мы решили вернуться и нанять еще людей, чтобы вместе исследовать эти руины. Вы — один из самых могущественных культиваторов в ближайших долинах, поэтому я подумал, не захотите ли вы отправиться с нами, чтобы попытать счастье», — с улыбкой сказал Лу Гуаньцзы. Хань-Ли, услышав это, слегка нахмурился и не сразу ответил. Увидев реакцию Хань-Ли, улыбка на лице Лу Гуаньцзы немного угасла, но он не стал торопить Хань-Ли с решением. «Благодарю за приглашение, товарищ Даос Лу, но в данный момент я занят другими делами, поэтому, боюсь, не смогу исследовать руины вместе с вами», — после недолгих колебаний ответил Хань-Ли. Лу Гуаньцзы видел, что Хань-Ли уже принял решение, и на его лице появилось слегка разочарованное выражение, когда он, прощаясь, сложил кулак. «В таком случае я оставлю вас заниматься своими делами». Проводив Лу Гуаньцзы из пещеры, Хань-Ли закрыл дверь и, вернувшись в свою секретную комнату, сел, скрестив ноги. Он отказался от предложения Лу Гуаньцзы не только потому, что был занят совершенствованием техники духовного очищения. Были и другие факторы. С этой мыслью он сложил ручную печать, и за его спиной, во вспышке золотого света, появилась его священная ось мантры, все 720 ее рун до времени были тусклыми и безжизненными. В нынешнем состоянии священной оси мантры силы Хань-Ли были значительно ограничены, поэтому отправляться в какие-то потенциально опасные руины было очень неразумно. Убрав священную ось мантры обратно в свое тело, Хань-Ли закрыл глаза, и над его межбровьем появился слой слабо пульсирующего полупрозрачного света. Каменные двери его пещеры оставались закрытыми, и ни один из жителей долины досуга не пришел его беспокоить. Более 30 лет пролетели в одно мгновение, и в этот день издалека прибыла полоса света, которая приземлилась перед пещерой Хань-Ли. Из полосы света появился неряшливый пожилой мужчина, это был бессмертный владыка Пылающее Пламя. Прежде чем он даже успел объявить о своем прибытии, двери пещеры распахнулись, и оттуда с улыбкой на лице вышел Хань-Ли. «Прошу прощения, что не вышел поприветствовать вас раньше, товарищ Даос Пылающее Пламя. Не нужно быть таким официальным со мной. Кроме того, я только что вернулся, так откуда ты мог знать, что нужно выйти раньше?» С улыбкой ответил бессмертный владыка Пылающее Пламя. «Пожалуйста, входите», — сказал Хань-Ли, сделав приглашающий жест рукой. Бессмертный владыка Пылающее Пламя в ответ взмахнул рукой. «Все в порядке, я не войду. Я пришел сюда сегодня, чтобы кое-что вам передать. В последнее время вы постоянно находились в уединении, поэтому мне оставалось лишь ждать до сегодняшнего дня». Услышав это, на лице Хань-Ли тут же появилось радостное выражение, и он воскликнул: «Неужели вы нашли кристалл таинственной Зойсии?» «Боюсь, что нет, товарищ Даос Ли. Такой невероятно редкий материал не так-то просто найти», — с кривой улыбкой ответил бессмертный владыка Пылающее Пламя.
А что это может быть? С озадаченным выражением лица спросил Хань Ли. Над ладонью бессмертного владыки пылающее пламя вспыхнул белый свет, и он бросил Хань Ли какой-то предмет. Поймав предмет, Хань Ли обнаружил, что это белый нефритовый знак размером с ладонь, на котором был выгравирован рисунок красного листа, а слева от него древним шрифтом были начертаны слова «Знак старейшины внешней секты». Это был знак старейшины внешней секты из секты Огненного Листа, который принадлежал бессмертный владыка Пылающее Пламя. Хань Ли перевернул значок и обнаружил, что на другой стороне выгравированы слова «Лихань». «Что это значит, товарищ Даос Пылающее Пламя?» — спросил Хань Ли. «С этим значком вы официально станете зарегистрированным культиватором в нашей секте Огненного Листа, так что вы сможете беспрепятственно посещать внутренний город города собирателей нефрита. Сказав это, этот значок — всего лишь символический знак, и вы не будете получать никаких преимуществ старейшины нашей секты. Наша секта довольно маленькая, и мы не можем позволить себе старейшин внешней секты на стадии Золотого Бессмертного», — усмехнулся бессмертный владыка Пылающее Пламя. «Благодарю вас, товарищ Даос Пылающее Пламя. Будьте уверены, если я стану старейшиной внешней секты Огненного Листа, то обязательно выполню свою часть работы. С этого момента я могу гарантировать вам партию пилюль стадии истинного бессмертного каждые 300 лет. Конечно, ваша секта должна будет предоставить ингредиенты», — сказал Хань Ли. «В этом нет необходимости, товарищ Даос Ли. Все мы пришли в это место, чтобы избавиться от ответственности. Я даю вам этот знак не потому, что хочу получить что-то взамен, так что вам не нужно ничего мне обещать», — с серьезным выражением лица сказал бессмертный владыка Пылающее Пламя. «Будьте уверены, изготовление партии пилюль стадии истинного бессмертного каждые 300 лет — это для меня пустяк. Я предполагаю, что вам было не так-то просто достать для меня этот знак старейшины, поэтому это меньшее, что я могу сделать», — сказал Хань Ли. Несмотря на то, что бессмертный владыка Пылающее Пламя прямо не просил ничего взамен, Хань Ли, естественно, не мог просто так взять знак. Более того, по едва скрываемому восторгу в глазах бессмертного владыки Пылающее Пламя было ясно, что именно такого исхода он и хотел. В краткосрочной перспективе партия пилюль стадии истинного бессмертного каждые 300 лет не сильно повлияет на ситуацию, но как это будет выглядеть через десятки тысяч лет? Этого, конечно, было бы недостаточно, чтобы поднять секту Огненного Листа на совершенно новый уровень, но это, безусловно, позволило бы секте оторваться от своих ближайших конкурентов. Несмотря на то, что бессмертный владыка Пылающее Пламя пришел жить в Долину Досуга, чтобы сбежать от своих мирских обязанностей, было ясно, что секта Огненного Листа все еще занимает важное место в его сердце. Все официальные изменения в составе крупных и средних сект на территории города Собирателей Нефрита должны были пройти проверку и регистрацию в Дворце Бессмертных Черных Гор. Ученики внешней секты не считались официальными членами секты, но все ученики внутренней секты, старейшины внешней секты, основные ученики и старейшины внутренней секты относились к этой категории, и чем выше был ранг человека в секте, тем строже был процесс проверки. «У меня есть несколько знакомых во Дворце Бессмертных Черных Гор, так что с регистрацией проблем быть не должно», — сказал бессмертный владыка Пылающее Пламя. «Благодарю вас, товарищ Даос Пылающее Пламя», — сказал Хань Ли, снова почтительно поклонившись. «Если ты будешь продолжать быть таким официальным со мной, то я заберу знак обратно», — серьезным тоном сказал бессмертный владыка Пылающее Пламя. Хань Ли усмехнулся в ответ, убирая значок, и они еще немного поболтали, прежде чем бессмертный владыка Пылающее Пламя ушел, а Хань Ли вернулся в свою пещеру. 2 месяца спустя. Город Собирателей Нефрита был усеян бесчисленными улицами и переулками, и, насколько хватало глаз, тянулись лавки и торговые повозки, среди которых сновали толпы людей, представляя собой чрезвычайно оживленное и шумное зрелище. В небе также можно было увидеть множество огромных торговых кораблей, которые летали по определенным траекториям, прежде чем упредоченно спускаться на причалы в городе, перевозя всевозможные товары. Внешний и внутренний город разделяла гигантская городская стена высотой более 300 метров, по которой патрулировали культиваторы, и с каждой стороны, на севере и юге, востоке и западе, были огромные городские ворота, за всеми из которых следили истинные бессмертные. Поток людей, проходивших через северные ворота внутреннего города, был относительно небольшим по сравнению с 3 другими воротами, и там собралось не более 200 человек, выстроившись в очередь, ожидая, когда их проверят, прежде чем им разрешат войти во внутренний город. Ближе к концу очереди стоял никто иной, как Хань Ли в лазурной мантии, который в этот момент осматривал городские ворота впереди. На городской стене вокруг ворот было выгравировано множество узоров формации, и они светились лазурным светом всякий раз, когда кто-то проходил через ворота. Похоже, это была мера, принятая для того, чтобы проверять базы совершенствования тех, кто хотел войти в город. Всякий раз, когда узоры формации загорались, это означало, что проверяемый человек, по крайней мере, на ранней стадии истинного бессмертного, и, если подтверждалось, что он зарегистрирован в местной секте, то ему разрешали свободный проход во внутренний город.
Хань Ли медленно продвигался вперед в очереди, когда кто-то внезапно пролетел прямо мимо него, направляясь к городским воротам, совершенно не обращая внимания на очередь и не показывая никаких удостоверений личности. Как раз в тот момент, когда все задавались вопросом, что делает этот человек, узоры формации, выгравированные на городской стене, внезапно начали светиться ослепительным золотым светом, указывая на то, что вновь прибывший был нефритовым бессмертным на стадии высшего зенита. Несмотря на то, что город собирателей нефрита был городом номер один в северной части региона бессмертных Черных гор, культиваторы стадии высшего зенита все еще были здесь очень редким явлением, поэтому все с благоговением и изумлением наблюдали за ним. Прежде чем кто-либо успел как следует разглядеть нефритового бессмертного, он уже вошел во внутренний город и исчез из виду. После непродолжительного волнения очередь успокоилась, прежде чем продолжить двигаться к городским воротам. Несколько минут спустя Хань Ли подошел к городским воротам, и узоры формации вокруг ворот начали светиться белым цветом, отражая его базу культивации стадии Золотого Бессмертного. По просьбе культиваторов, стоявших у городских ворот, Хань Ли протянул свой знак старейшины секты Огненного Листа, и один из них принял знак, прежде чем положить его на ближайший каменный помост. Миниатюрная формация на каменном помосте тут же загорелась, чтобы проверить знак, и, мгновение спустя, значок был возвращен Хань Ли культиватором средних лет, который почтительно сказал: «Можете входить во внутренний город, старший». Хань Ли забрал свой знак, прежде чем пройти через городские ворота, и, как только он вступил во внутренний город, тут же почувствовал, будто окружающее пространство стало немного ярче, а духовная ци в воздухе стала более обильной. Хань Ли кратко осмотрел окрестности и обнаружил, что на земле и на стенах ближайших зданий выгравировано бесчисленное множество странных рун, и он невольно заметил. Весь этот внутренний город был построен как бессмертная секта. Неудивительно, что люди на горе отдыха всегда говорят о внутреннем городе города собирателей нефрита с таким благоговением. По мере того, как он углублялся во внутренний город, он обнаружил, что здесь гораздо спокойнее, чем во внешнем городе. На улицах было не так много пешеходов, и большинство из них просто шли от одной лавки к другой. Хань Ли выбрал лавку, которая находилась в большом трехэтажном павильоне, прежде чем войти внутрь, но вскоре его с извиняющимся видом проводил обратно владелец лавки. По словам владельца лавки, только в 3 лавках города собирателей нефрита был шанс найти кристалл таинственной Зоисии, и, даже если бы он там был, маловероятно, что они захотели бы продать такой ценный материал. Хань Ли уже ожидал этого, поэтому он не был особо разочарован, но все же решил попытать счастье в городе. Глава 610. Шелковый квадрат золотого нефрита. В течение дня Хань Ли обошел десятки лавок, но результат был одним и тем же. На самом деле, многие владельцы лавок говорили ему, что, хотя кристалл таинственной Зоисии действительно когда-то появлялся в городе собирателей нефрита, шансы на то, что он снова появится в городе, были очень малы. Однако Хань Ли не терял энтузиазма, продолжая ходить от одной лавки к другой. В этот момент уже приближалась ночь, и Хань Ли добрался до нефритовой пагоды Кунь, о которой говорил бессмертный владыка Пылающее Пламя. В отличие от ожиданий Хань Ли, нефритовая пагода Кунь не была каким-то особенно величественным и грандиозным зданием. Вместо этого это была 8-угольная пагода с красными стенами и зеленой черепицей, очень похожая на здание, которое можно было бы найти в мире смертных. В этот момент южный вход в пагоду был закрыт, и на нем был наклеен запечатывающий талисман с эмблемой Дворца Бессмертных Черных гор. Расспросив, Хань Ли узнал, что нефритовая пагода Кунь была не просто обычной лавкой. Вместо этого это было место проведения аукционов, которое открывалось только во время празднования основания города, которое проходило раз в 3000 лет, и до следующего празднования оставалось еще 300 лет. Поэтому Хань Ли направился в довольно уединенную бессмертную гостиницу в городе собирателей нефрита, где снял себе пещеру, днем выходя на поиски, а ночью совершенствуясь. Минуло около 6 лет. За это время Хань Ли так и не удалось найти кристалл таинственной Зоисии, но он многое узнал о городе собирателей нефрита. Это место действительно было центром для бесчисленных бессмертных и торговцев, и количество и разнообразие таких вещей, как духовные материалы, духовные лекарства, сокровища и искусство совершенствования, продаваемых здесь, намного превосходило любой город в северном ледниковом регионе бессмертных. Более того, товары, продаваемые здесь, также имели значительные преимущества с точки зрения качества и цены. По сравнению со свободной рыночной системой, принятой в гильдии странников, цены на товары, продаваемые в городе собирателей нефрита, явно определялись гораздо более организованно и систематически. Следовательно, во время своих поисков кристалла таинственной Зоисии, Хань Ли продал много своих лишних бессмертных сокровищ, духовных материалов и других предметов, а также купил много дополнительных ингредиентов для изготовления пилюль подавления зла. Однако, он не осмеливался тратить слишком много на эти предметы, покупая только по 1 или 2 каждого дополнительного ингредиента. В конце концов, ему нужно было сохранить все камни бессмертного происхождения, которые он мог на случай, если он действительно найдет кристалл таинственной Зоисии.
он много заработал в бессмертном поместье Адского Мороза, но после путешествия по первобытным землям и трат, которые он сделал в городе собирателей нефрита, у него в данный момент оставалось менее 500 тысяч камней бессмертного происхождения. Это была довольно большая сумма, но это была лишь малая часть того богатства, которым он обладал до того, как отправился в первобытные земли. Такая скорость трат была довольно тревожной для Хань Ли, и он решил, что ему нужно быть более бережливым. К этому моменту он уже обошел большинство крупных лавок в городе, но все еще не получил никаких вестей о кристалле таинственной Зоисии. Во время своих поисков он значительно запустил свое совершенствование, поэтому он покинул город собирателей нефрита и снова вернулся в долину досуга. Дни, проведенные в долине, были такими же мирными и безмятежными, как и всегда, и, менее чем через полгода после возвращения Хань Ли, он внезапно получил от даосского мастера Цзиньяна сообщение с приглашением на собрание в павильоне водных пульсаций в долине. Он объявил, что его вино «Фиолетовая дева», которое он варил, уже готово, и он хочет, чтобы все его попробовали. Хань Ли сначала отказался от приглашения, но даосский мастер Цзиньян был очень настойчив, дважды прислав ему приглашение, поэтому Хань Ли, в конце концов, не оставалось ничего другого, как согласиться. Павильон водных пульсаций находился довольно глубоко в долине досуга, и он был ближе всего к пещере Мо-Усюэ. Это был павильон, построенный в центре пруда, и он был не очень большим, но представлял собой красивое зрелище из замысловатой резьбы. К тому времени, как прибыл Хань Ли, все уже собрались в павильоне. Дуань Юйцзай и остальные сидели вокруг каменного стола, на котором были разложены бессмертные фрукты, рядом с которым стоял кувшин из зеленого нефрита с ароматным темно-фиолетовым вином, а Юйцзэци сидел, скрестив ноги, за гуцинь, немного в стороне от остальных. Его тонкие пальцы нежно перебирали струны гуцинь, и на его лице была теплая улыбка, когда он время от времени поглядывал на единственную женщину в павильоне. «Товарищ Даосли, только у вас в этой долине такой же изысканный вкус, как у меня. Если бы вы не пришли, я бы очень расстроился», — пожаловался даосский мастер Цзиньян на опоздании Хань Ли. «Прошу прощения, товарищ Даос Цзиньян. Я только что вернулся из города собирателей нефрита, и у меня еще были кое-какие дела. В противном случае я бы не отказался от вашего первоначального приглашения», — ответил Хань Ли, извиняющимся жестом сложив кулак. Мо Усюэ была красивой молодой женщиной в белом платье, и она спросила: «Я слышала, что ты отправился в город собирателей нефрита, чтобы найти камень цветочного сердца. Тебе удалось его найти?» «Боюсь, что нет, небесная дева Мо», — покачав головой, с кривой улыбкой ответил Хань Ли. Дуань Юйцзай был одет в свою обычную безупречно чистую черную мантию и сказал: «Никто из моих старых друзей тоже не смог предоставить никакой информации о кристалле таинственной Зоисии. Полагаю, нам не остается ничего другого, как ждать. Давайте не будем сегодня обсуждать этот вопрос. В противном случае это испортит настроение и будет неуважительно по отношению к музыке товарища Даоса Юй и изысканному вину товарища Даоса Цзиньяна», — с легкой улыбкой сказал Хань Ли. «Действительно, товарищ Даос Ли. Предлагаю тост», — с широкой улыбкой сказал даосский мастер Цзиньян, протягивая Хань Ли наполненную нефритовую чашу. Хань Ли принял чашу, а затем, немного вдохнув ее содержимое, перечислил ряд ингредиентов, прежде чем заключить: «Вы действительно добавили в это вино много исключительных ингредиентов, товарищ Даос Цзиньян. Невероятно, товарищ Даос Ли. Вы только что перечислили почти все ингредиенты из моего рецепта приготовления вина и даже не сделали ни глотка. Как вам это удалось?» — воскликнул даосский мастер Цзиньян. «Вы слишком добры, товарищ Даос Цзиньян, это не так уж и впечатляет, как вы говорите», — скромно усмехнулся Хань Ли. Еще в Дао Пылающего Дракона Хань Ли попробовал огромное количество исключительных вин вместе с Даосом Хуянем, и они вдвоем подробно обсуждали виноделие, что позволило Хань Ли получить очень глубокое и всестороннее понимание этой темы. Вскоре вино потекло рекой, и когда все наслаждались фиолетовой девой, даосский мастер Цзиньян внезапно повернулся к бессмертному владыке Пылающее Пламя со злорадным видом и спросил: «Старик Пылающее Пламя, ты уже давно в городе собирателей нефрита, ты когда-нибудь бывал на аукционе в нефритовой пагоде Кун? Аукцион проходит только раз в 3000 лет, и мест всегда ограниченное количество. Шелковые квадраты золотого нефрита, необходимые для входа на аукцион, встречаются очень редко, и я помню, как однажды кто-то перепродавал шелковый квадрат золотого нефрита за 600 камней бессмертного происхождения. Я, может быть, и великий старейшина секты Огненного Листа, но даже я не могу просто так тратить 600 камней бессмертного происхождения на шелковый квадрат золотого нефрита, поэтому я, естественно, никогда не был на этих аукционах», — ответил бессмертный владыка Пылающее Пламя. «То есть, ты хочешь сказать, что ты никогда не видел шелковый квадрат золотого нефрита?» С самодовольной улыбкой спросил даосский мастер Цзиньян. «Что ты хочешь этим сказать?» — спросил бессмертный владыка Пылающее Пламя, и в его глазах появился недовольный блеск.
Я хотел кое-что тебе показать. Даосский мастер Цзин Ян, говоря, поднял руку, и во вспышке золотого света появился золотой шелковый квадрат размером с ладонь. Шелковый квадрат выглядел так, будто был соткан из бесчисленного множества невероятно тонких шелковых нитей, а в его центре был вышит восьмиугольный рисунок пагоды, окруженный изображениями различных видов птиц, зверей, насекомых и рыб. Хань Ли тут же понял, что восьмиугольная пагода — это нефритовая пагода Кунь. Невозможно. До следующего аукциона еще более 200 лет шелковые квадраты золотого нефрита не могли быть выпущены так рано. Воскликнул бессмертный владыка Пылающее Пламя, вскочив на ноги с ошеломленным выражением лица. Что? Ты хочешь сказать, что мой шелковый квадрат золотого нефрита поддельный? С недовольным выражением лица спросил даосский мастер Цзин Ян. Конечно, я знаю, что он не поддельный. Эти шелковые квадраты золотого нефрита были созданы горой сотни творений, и подделать такое мастерство просто невозможно. Вдобавок ко всему, поскольку Дворец Бессмертных Черных Гор контролирует эти аукционы, кто посмеет сделать подделку? Только тот, кто напрашивается на смерть. Проворчал бессмертный владыка Пылающее Пламя. Услышав упоминание о горе сотни творений, сердце Хань Ли слегка дрогнуло. Он был знаком с этой сектой. На самом деле, мантра очищения сотни меридианов, которую он совершенствовал еще в царстве духов, была получена из горы сотни творений, и с тех пор он несколько раз слышал о ней. Даже в контексте всего царства истинных бессмертных, гора сотни творений была чрезвычайно известной сектой изготовления сокровищ, и она была невероятно могущественной, и ее ветви были созданы во многих крупных регионах бессмертных. Увидев это, Юй Цзыци тоже встал и подошел к Моу Сюэ. Оказавшись в центре внимания всех присутствующих, даосский мастер Цзин Ян чувствовал себя еще более самодовольным, и он, изобразив скромность, небрежным тоном сказал: «Пустяки. Ты, старый хрыч, позвал нас не для того, чтобы выпить. Ты заставил нас всех сюда прийти, чтобы похвастаться своим шелковым квадратом золотого нефрита». Осудил бессмертный владыка Пылающее Пламя. Нет, я показываю вам всем этот шелковый квадрат золотого нефрита, потому что хотел сказать товарищу Даосули, что на аукционе в нефритовой пагоде Кунь я буду искать кристалл таинственной Зойсии, и, если увижу его, то обязательно куплю его для него, объяснил даосский мастер Цзин Ян. В таком случае, почему бы тебе просто не оказать товарищу Даосули еще одну услугу и не отдать ему этот шелковый квадрат золотого нефрита? С хитрой улыбкой спросил бессмертный владыка Пылающее Пламя. «Ну, я тоже хочу посмотреть, не появятся ли на аукционе какие-нибудь сокровища, которые мне понравятся», с легкой улыбкой ответил даосский мастер Цзин Ян, убирая шелковый квадрат золотого нефрита. Хань Ли, естественно, очень хотел заполучить шелковый квадрат золотого нефрита, и он, с помощью голосовой передачи, обратился к даосскому мастеру Цзин Яну. «Не могли бы вы отдать мне шелковый квадрат золотого нефрита, товарищ даос Цзин Ян? Я могу отплатить вам чем угодно, будь то камни бессмертного происхождения, пилюли, сокровища, или даже рецепты вин, которые вы всегда хотели». Друзья, эти главы, когда бессмертный, способный взламывать саму ткань времени, вынужден стоять в очереди за билетом на аукцион. Попытка объединить три силы закона времени выбрасывает душу Хань Ли в пространство, где течет Серебряная река, материализованная память всех существ, где каждая капля хранит чью-то жизнь. Вселившись в тело только что погибшего ученика реинкарнации, он получает прямую загрузку фрагмента чужой памяти с новым уровнем техники духовного очищения, но чужое духовное чувство едва не разрывает его душу на части, а вокруг все еще бродят убийцы. Это неспокойное чтение древних свитков, а ассимиляция чужой сущности в условиях смертельной опасности. И даже получив новый уровень техники, он не может применить его без физического катализатора, редчайшего кристалла таинственной Зосии. Здесь законы мироздания отступают перед суровой бессмертной бюрократией. Чтобы попасть во внутренний город собирателей нефрита, всемогущий практик вынужден устроиться номинальным старейшиной в крошечную секту огненного листа, иначе сканирующие формации у городских ворот просто не пропустят. Но и это лишь первый барьер. Кристалл такой редкости появляется исключительно на закрытых аукционах нефритовой пагоды Кунь, куда вход только по особому шелковому квадрату золотого нефрита. И когда на обычных посиделках знакомый вскользь упоминает, что у него есть этот самый пропуск, Хань Ли немедленно отправляет ему тайное послание: «Забирай лучшие пилюли, редчайшие рецепты, любые сокровища, только отдай билет». Готовлю продолжение.